Уважаемые коллеги, сегодня у нас очень важный день, и мне кажется, что каждый из нас понимает, что он находится не просто в клиническом подразделении, он находится в самом крупном, самом важном и самом серьезном центре детской гематологии и онкологии в мире. И это накладывает на нас не только большую честь, это накладывает на нас очень большую ответственность. Сегодня к нам приехал руководитель Outreach программ госпиталя, профессор Родригеса-Галиндо, многолетний друг нашего центра, наш коллега, наш шеф во многих научных направлениях. И он расскажет нам о глобальных вызовах в детской онкологии сегодняшнего дня, и я хочу поблагодарить его за это громкими аплодисментами. Okay. Thank you, Svetlana, and thank you, everyone, Professor Romancev and the leadership of the institution for this kind invitation to speak. I must admit I was here to work and to meet with the teams, but I was asked to give a talk, so it's my pleasure to be here. Спасибо большое, уважаемые коллеги, прежде всего профессору Родригесу, профессору Варфоломееву за приглашение, и которое стало возможным благодаря взаимодействию с Центром и с Национальным обществом детских гематологов-онкологов. Я сегодня здесь для того, чтобы представить, не только представить лекцию, что является очень важной частью нашей работы, но и прежде всего пообщаться с командой и провести обход в отделениях. And as Professor Bartolomeva has indicated, we have a long-standing relationship. We have been good friends between institutions for many years. When I was a young doctor at St. Jude, I got the pleasure of meeting many of the doctors right now here, like Svetlana or Misha Meshan and a few others. We were all younger. I had hair, and now I am a little older, but the friendship persists. So this is a pleasure for me to be here. Для меня очень большое удовольствие быть здесь, в вашем центре. И, конечно, как абсолютно верно сказала в своем выступлении профессор Варфоломеева, у нас долгий период совместной дружбы, и хочется сказать, что этот период исчисляется десятилетиями, потому как я прекрасно помню, когда я был молодым доктором и работал в госпитале Святого Иуды, я встречался с многими коллегами из России, например, с профессором Светланой Варфоломеевой, с профессором Михаилом Александровичем Мощаном, и, конечно, мы становимся старше, а наша дружба сохраняется. Okay, so I will try to talk over the next, 35 or 40 minutes about what St. Jude as an institution is trying to do to improve the care of children with cancer all over the world. That's what we call St. Jude Global. And so, И в ближайшие 30-35 минут я постараюсь рассказать о том, что делает исследовательский госпиталь Святого Иуды для того, чтобы улучшить ситуацию с детской онкологией по всему миру, о так называемой программе St. Jude Global. So as you all know, the world is experiencing this explosion or demographic explosion with significant disparities associated with it. So maybe 30, 40 years ago, the population living in countries with limited resources and the population living in countries that had quite advanced standard of living were about the same. But right now we are seeing this increasing disparity to the point that in the next couple of decades, 90% of the population will live in the countries with limited resources. This is reshaping the way we talk about global health, the way we talk about health and disease, and this is going to shape the way we work globally. Как вы видите, на данной схеме представлены демографические данные по популяции всего мира, и вы можете видеть, что за последние 30-40
лет произошел так называемый демографический взрыв, и прежде всего он затронул так называемые развивающиеся страны или страны с лимитированными ресурсами. И еще, если совсем недавно, около 50 лет назад, население равномерно пополам распределялось между странами с недостаточностью, с развивающимися странами и с развитыми странами, то в настоящее время динамика изменилась, и мы можем видеть, что к 2050 году до 90% всего населения Земли будет проживать в развивающихся странах, с ограниченными ресурсами. И мы понимаем, что это дает и бросает нам новые глобальные вызовы и говорит о том, что в странах с ограниченными ресурсами мы встретимся с новой демографией, новыми вызовами. So because of these reasons, the United Nations back in the beginning of this century established the Millennium Goals. And these Millennium Goals are the 8 that you can see in this slide for those of you that feel comfortable reading in English. But bottom line are to eradicate the extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat some of the most catastrophic infectious diseases, ensure environmental sustainability, and develop global partnerships for development. И зная эти вызовы, ООН в начале 21 века сформировала так называемые вызовы тысячелетия. Вы видите их, 8 этих вызовов, они представлены на английском, я их зачитаю. Прежде всего, победить экстремальную бедность и голод, добиться универсального начального образования, продвигать равноправие среди полов, снизить смертность и улучшить материнское здоровье, бороться с наиболее катастрофическими заболеваниями, добиваться улучшения окружающей среды и способствовать развитию глобального партнерства и для устойчивого развития. And so what we have noticed over the last 10-20 years, though, is that while global health had been thought to be dependent on infectious diseases, and that infectious diseases accounted for the majority of the casualties and deaths, what is turning around is that actually the majority of deaths right now, also in countries with limited resources, are due to the non-communicable diseases. And this is reshaping the way we consider global health. Как вы видите, здесь представлена демография за последние 10-20 лет по ситуации с состоянием глобального здоровья населения. И показано, что по-прежнему остается относительно высокой роль инфекционных заболеваний, но с каждым годом, и это отчетливо видно на графике, происходит значительный рост числа смертей от так называемых неинфекционных, некоммуникабельных заболеваний. И особенно такой рост, и это будет в ближайшее время только увеличиваться, характерен для стран с лимитированными ресурсами, для развивающихся стран. And that actually has reshaped the Millennium Goals to the point that in September of 2011 there was this high-level meeting at the General Assembly of the United Nations to develop strategies for prevention and control of non-communicable diseases. And that was followed 2 years later by the WHO Global Action Plan with the goal to decrease by 25% the mortality related to non-communicable diseases by 2025. И, конечно, зная и видя эти изменения, в сентябре 2011 года тысячелетние цели на тысячелетие были пересмотрены. И тем самым была отмечена высокая важность неинфекционных и борьбы с неинфекционными заболеваниями, борьба и контроль.
И в 2013 году это вылилось в создание глобального плана действий Всемирной организации здравоохранения, которая к 2025 году, этот план, его реализация приведет к снижению на 25% смертности от неинфекционных заболеваний. So, for these reasons, I just quote President Obama, who approximately 1 year ago, he said, "For the loved ones that we have all lost, for the family that we can still have, let's make America the country that cures cancer once and for all." And that was on January of 2016. И хотелось бы в связи с этим привести слова президента Обамы, который больше года назад выступал с речью об этой проблеме и сказал, что для тех, кого мы любим, кого потеряли, для семей, которые мы по-прежнему можем сохранить, давайте сделаем Америку страной, которая вылечит рак сейчас и навсегда. Это произошло в январе 2016 года на обращении к нации. And that led to what in the United States we call it the cancer moonshot, meaning let's go to the moon. And that was started in September of 2016 as a big initiative to advance in the care and research for cancer. И в сентябре 2016 года была запущена программа по борьбе с раком, которая называлась «Уничтожить рак». В связи с этим сейчас это направление активно развивается. And I will get back to this later at the end. Вернусь к этому чуть позже в конце. Since we're talking about presidents, I thought that what was the moonshot? The moonshot in the United States, going to the moon, is related to what the President Kennedy said in 1961, which was, he believed that this nation, the United States at that time, should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. И так получилось, что эта презентация полна высказываний президентов, и хочется объяснить термин, почему используется именно такой термин, как раковый выстрел в Луну, cancer moonshot. Это связано с тем, что сказал президент Кеннеди в мае 1961 года, о том, что он верит, что американская нация должна собраться для того, чтобы добиться цели до конца десятилетия, для того, чтобы доставить человека на Луну и вернуть его в безопасности на Землю. Okay. So what happened at that time? That was in 1961 when the humankind, everyone in this world was dreaming about going to the moon. This was when St. Jude opened its doors in 1962. And so at that time when the world was thinking about going to the moon, at St. Jude, our institution started taking care of children with cancer. And Donald Pinkel was the first director of the hospital, and once I was on call at night at St. Jude as a resident like many of you, and I was going over some books, and he explained why in one of these books he became a pediatric oncologist like many of us. And he said, my motivation was emotional rather than intellectual. Those children suffered agonies beyond the imaginable, but even worse, they were considered lost cases. They were ignored during rounds, their essential needs were also ignored, even the management of pain. And the tragedy of children with cancer was not as much their death as their abandonment. И, конечно, говоря о тех временах, хочется сказать, что в 1961 году все мечтали полететь на Луну, а в 1962 году, когда исследовательский госпиталь Святого Иуды открыл свои двери для детей, и его первым
президентом был профессор Дональд Пинкель, и я интересовался его биографией, когда был ординатором и дежурил так же, как и вы. Почему же он стал детским онкологом? Вот что он писал. Моя мотивация являлась эмоциональной, и эмоциональный компонент был гораздо больше интеллектуального. Эти дети, которые страдали, на которых не обращали внимания, и что более хуже, их случаи были потеряны. Они, как правило, игнорировались их потребностям, их кругом, и не просто они игнорировались, а их потребности были игнорированы, и, например, у них не было возможности даже облегчить боль. И трагедия детей с раком не так высока трагедия их смерти, как высока трагедия их отторжения обществом. Okay. A lot of things have happened since that day when all children died of cancer. This is just the figures of the survival curves of children with ALL treated at St. Jude. We have in our lifetime seen major progress, like going from 9% to probably more than 90%. So we can say now that cancer in children can be cured. И здесь на слайде представлены кривые выживаемости. Они говорят о том, что происходило в области детской онкологии. Это что касается острой лимфобластной лейкозы. И увидите, что, можно сказать, за нашу жизнь произошел значительный прогресс с 9 до 90%. И сегодня мы более чем 90%. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что детский рак может быть вылечен. But does this really mean that we are curing childhood cancer? What does this really mean for children in the world? And when you look at where the kids with cancer are diagnosed, more than 80% of children with cancer are diagnosed in countries with limited resources. So when we say that we can cure childhood cancer, we are not telling the truth. Но действительно ли мы говорим о всех детях в мире, когда мы говорим о том, что рак может быть излечен? Посмотрите на демографическую картину распределения детей по развитым и развивающимся странам. Вы можете увидеть, что более 80% детей, которые заболевают раком, проживают в развивающихся странах с недостаточностью ресурсов. И таким образом, если мы говорим, что мы можем вылечить детский рак, действительно ли мы можем вылечить его у всех детей, которые это требуют? So I go back to this figure where we were saying that our mandate is to reduce child mortality. So the question is, how can we put cancer and overall the goals of global health to decrease childhood mortality together? И возвращаемся к вот этим целям на тысячелетие. И особо подчеркиваю цель номер 4 – это снижение детской смертности. И зная о эпидемиологии, зная предыдущие данные, мы должны спросить себя, каким же образом мы можем действительно снизить детскую смертность, учитывая развивающиеся страны. So we have made major progress in the care of children worldwide, to the point that we have been able to cut by more than half the under 5 mortality rates, which, as you know, are a good index to reflect, the strength of the systems in each country. И, конечно, благодаря прогрессу в целом достигнутом в мире мы можем снизить детскую смертность более чем в половину, и это удалось сделать начиная с 90-го года, но эта ситуация и в будущем она может быть решена только если будет иметь место системный подход к решению данной задачи.
So that's an important point, because under 5 mortality rates, that is the strength of the health systems, and the incidence and mortality rates related to cancer are interconnected. И если вы посмотрите на смертность, вы увидите, что улучшение ситуации со смертностью имеет прямую зависимость от инцидентов заболеваемости детским раком. So in this figure, you see from left to right the least developed countries and the more advanced countries. Here in blue you have the incidence of childhood cancer, and as you see, incidence of childhood cancer is very low in countries with limited resources, and it's high in more advanced countries. На данном графике в нижней части вы можете увидеть, что в нижней части расположен список регионов, список стран от менее развитых в левой части к наиболее развитым в правой части, и голубую прямую, которая показывает количество случаев детских онкологических заболеваний. И вы можете заметить, что со странах с ограниченным ресурсом, в развивающихся странах, количество онкологических заболеваний меньше. And in red you see the under 5 mortality rates, which are very high, obviously, in countries with limited resources and very low for us. What is important of this figure is when these two curves cross, if you wish, as countries advance in their overall strength in the health systems and the under 5 mortality rates drop, the competing risks for death drop, and then the incidence of childhood cancer increases. Однако вы можете обратить внимание и на красную кривую, которая свидетельствует о детской смертности, на количество смертей на 1000 новорожденных. Вы можете заметить, что данная прямая отражает текущую ситуацию, что в развивающихся странах детская смертность крайне высока, а в развитых странах она низка. Вы можете увидеть также, что данные кривые пересекаются, и тем самым можно сформировать кривую, связанную с смертностью от детского рака, которая представлена зеленым цветом. And then in green you see the cancer-related deaths. So the deaths that are related to cancer, and you see it's a polynomial figure, and that's because the cancer-related deaths are very low in countries with limited resources because the incidence of cancer is low. Children die of other causes, and the cancer-related deaths are very low in our countries. In Moscow are low, in Memphis are low, because we take good care of the children. The problem is in the middle of this curve. As countries advance from left to right, the health systems improved, the under 5 mortality rates drop, the incidence of cancer goes up, but the countries are totally unprepared to face the challenge of childhood cancer. And this is what you see, that the cancer-related deaths are highest in the middle as countries evolve in their health systems. И вы можете видеть, что вот эта вот зеленая кривая, связанная с числом смертей от детского рака, она имеет не прямую, а полигональную структуру. Говоря об этом, очень интересно посмотреть на то, что в левой части число смертей от онкологических заболеваний в крайне развивающихся странах с крайне ограниченными ресурсами достаточно низко. При этом такое же низкое число смертности от рака и для развитых стран, но по разным причинам. Говоря о странах с ограниченными ресурсами, низкая заболеваемость раком, дети умирают от другого, соответственно, низкая смертность от онкологических заболеваний.
Соответственно, говоря о правой части графика, там, где и заболеваемость высокая, но при этом смертность низкая, говорит о том, что, например, в Москве, в Мемфисе очень высокое качество оказания помощи таким детям. И самая высокая смертность от онкологических заболеваний в детском возрасте приходится как раз на те страны, которые находятся в середине по степени развития, когда детская смертность уже стремится вниз, но при этом системы здравоохранения не готовы к увеличивающемуся числу онкологических заболеваний детей, связанных с тем, что дети перестают умирать от других причин. И это является действительно настоящим вызовом нашей текущей работы. Bottom line is that 80% of children with cancer live in countries with limited resources, and they also have 90% of children who die of cancer. И хочется сказать, что, к сожалению, 90% детей, которые заболевают раком и живут в странах с ограниченными ресурсами, умрут, а при этом из них 80% это 80% всех детей. Okay. So then how can we set priorities to advance the care of children with cancer worldwide? The health priorities follow this inverted pyramid, where at the top you have the care and the fight for communicable diseases, infectious diseases, followed by non-communicable diseases, but the most prevalent ones, heart diseases, diabetes, obesity, etc. And pediatric cancer usually falls at the bottom of this. На данном слайде вы видите пирамиду приоритетов в системе здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами, и вы можете увидеть, что инфекционные заболевания находятся на самом верху и занимают наибольший бюджет. Неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистый диабет, находятся посередине, а детской онкологии выделяется наименьшее внимание. So one of the most important prognostic factors for survival is the government annual healthcare spending per capita. So how much the governments spend in the healthcare systems. And so in this figure you see that on the left, the poorest countries with the lowest expenditure on healthcare have the worst outcomes in childhood cancer care, whereas on the right, you have countries that have social systems with a lot of investment in the healthcare, and they have the best survival rates. И, конечно, наиболее важным параметром в расчете выживаемости у детей с онкологическими заболеваниями является то количество бюджета, то количество средств, которое государство тратит на оказание помощи детям. И на данном графике вы можете увидеть очень интересные данные, характеризующие то зависимость выживаемости и то, какой бюджет тратится на здравоохранение. В левой части графика страны с крайне низкими бюджетами, в правой части развитые страны с высоким бюджетом. But is this only an issue with investing money into the systems? Not the only problem. So there are many problems related to taking care of children with cancer in countries with limited resources that I will highlight very briefly so we can move to the next step. One is the late presentation and underdiagnosis. Many children don't even get diagnosed. Many patients come with very advanced disease. Но только ли бюджет является основополагающим моментом в достижении успеха? Нет, конечно же, есть и другие проблемы, например, поздняя диагностика или недостаточная диагностика, из-за которой многие дети не получают адекватного лечения. The second is abandonment of therapy. Many children start treatment, but because of lack of resources or poor culture, they abandon treatment. So if you look at this map of the patterns of abandonment in many parts of the world, 20, 30, 40 or 50% of the children never come back after the first or the second visit. Вторая проблема – это так называемая отказная терапия.
когда по каким-либо причинам происходит переостановка терапии, как это или связано с нехваткой средств для ее продолжения, нехваткой препаратов, или, например, отказ от лечения по культурологическим особенностям нации. Вы видите, что на этом графике, что в некоторых странах до 50 и более процентов детей не возвращаются на второй курс химиотерапии после завершения первого. The third problem is malnutrition. As you know, many children are malnourished. Probably more than 50 or 70% of children presenting with cancer are already malnourished. This is associated with higher toxicity rates, altered pharmacokinetics of the drugs, and decreased survival. И третья проблема – это недостаточность питания. Вы можете увидеть, что до 50-70% детей страдают этой проблемой, что ведет за собой развитие усиления токсических эффектов препаратов и тем самым ухудшение показателей терапии. Another problem is deficient supportive care with greater toxic deaths that we could even imagine here. More than 20 or 30% of the children die in the first month of therapy. Следующая проблема – это дефицит сопроводительной терапии. И вы можете увидеть, что в связи с этим дефицитом до 20-30% детей могут умирать в первые месяцы от начала терапии. Deficient nursing, and some of you here may be nurses, so deficient nursing support. In some wards there are maybe 40 patients per nurse, 20 patients per nurse, and the nurses are not properly trained. Следующая проблема – это дефицит медицинских сестер. Вы можете увидеть, что иногда бывает до 20-40 пациентов на одну медсестру, а медицинские сестры недостаточно подготовлены. And finally, deficient palliative care. Considering the majority of these patients die in the first few months of therapy or after diagnosis, there is a major absence in proper supportive care of these patients. И еще одно – это дефицит и недостаточность паллиативной помощи, связанной с тем, что в данном случае невозможно добиться адекватной помощи для большинства пациентов. So if we just count, for example, the doses of morphine that are given every day around the world, 98.6% of all the doses of morphine are given in North America and Europe. And remember that the majority of patients that die are not there. И простой анализ распределения доз морфина говорит о том, что 98,6% доз употребляется в Северной Америке и в Европе. При этом, как мы помним, большинство популяции тех детей, что умирают, находятся как раз в тех странах, где этого недостаточно. Okay, then how can we start tackling this problem? This is the map of childhood cancer in the world. So each region is different, each country is different, but you see that this is a very broad distribution. So to the point that maybe by the end of this decade, 2/3 of the children with cancer would actually be, for example, in Asia. И на данном слайде вы видите информацию о том, что же мы можем сделать, и вы заметите, что данный график показывает распределение детей в зависимости инцидентов детского рака, в зависимости от региона проживания. Вы можете заметить, что они очень разнятся, но мы должны понимать, что совсем скоро до 2/3 случаев детского рака будет диагностироваться в Азии. So the St. Jude International Outreach Program was developed trying to tackle this problem. And since 1993, St. Jude has had 24 programs in 17 countries, approaching around 4,500 oncology patients per year, which accounts for around 2.4% of the global burden. Most of the programs are in Latin America, but with some programs in the Middle East and North Africa and in Asia.
Вы можете видеть международную программу госпиталя Святого Иуда по подготовке специалистов в области детской онкологии. С 1993 года 24 программы в 17 странах было реализовано, и под эти программы подпадает каждый год от 4 до 4,5 тысяч детей. Это около 2,5% от всей заболеваемости. Как правило, эти программы реализуются в странах Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азии. So moving forward, what St. Jude is going to try to do is move from this program to become a truly institutional initiative that we call St. Jude Global. It's the entire institution that will incorporate the mission of taking care of children with cancer all over the world as part of the St. Jude mission. We have a department of global pediatric medicine, but then we will have all other departments within the institution, from oncology to pharmacy to critical care to pathology, involved in the St. Jude Global Initiative with the goal of developing education programs, help build programs, and help advance research. И, конечно, мы смотрим о том, что делать дальше, и наш план – это сделать международную программу поистине международной, тем самым сформируя так называемый подход St. Jude Global и вовлечь в эту миссию St. Jude по улучшению ситуации с лечением пациентов по всему миру. В эту программу и реализует эту программу не только отдел глобальной педиатрии, которым руководит доктор Родригеса-Галиндо, но и другие отделы, будь то реанимация, фармакологический отдел. И все эти подразделения будут и формируют в настоящее время образовательные программы, образовательные стандарты для подготовки соответствующих прорывов в области детской онкологии. And so this has helped us move from the one-on-one programs to more regional initiatives, and these are the regions that we have right now as the programs have coalesced in Mexico, in Central America that we call AOPCA, in POEM, which is the Middle East, in China and Southeast Asia. И, как вы видите, благодаря данной политике начинают добавляться регионы, с которыми мы сотрудничаем, прежде всего, должен сказать, в Латинской Америке и Мексике, Карибский регион, который мы называем АХОПКА, страны Востока, которые мы объединяем в группу ПОЭМ, и Китай. And as of this year, hopefully, we'll have another network centered around Moscow and Russia, for Russia and the former Soviet republics. И, конечно, мы смотрим на развитие проекта и хотим вовлечь в нашу глобальную систему Российскую Федерацию с центром в Москве и другие бывшие республики Советского Союза, СНГ. And so this is how the St. Jude Global Initiative will be formed, with the existing programs that we call the twinning programs moving to what we call the St. Jude Global Alliance, which will be an alliance formed by St. Jude and our main partners within the regions, with the regions being formed independently: Central America, South America, Mexico, Eastern Mediterranean, China, Asia, etc. And this model will allow us to reach out from the 2.4% of children with cancer up to 30% of children with cancer. И здесь вы видите принципиальную схему работы St. Jude Global, которая помимо программ по развитию, которые вовлекают 24 партнера в 17 странах, будет формировать глобальный альянс St. Jude Global Alliance, куда войдет Центральная Америка, Южная Америка и другие перечисленные страны. И тем самым в каждом регионе будет сформирован координационный административный центр, куда войдут
члены в зависимости от их важности. Данный подход позволит рекрутировать до 30% случаев детского рака в сравнении с 2,4% при использовании прежнего подхода. So this is the mission of St. Jude Global, to improve the survival rates of children with cancer through the sharing of knowledge, implementation of new approaches, and generation of international networks, with our vision to be that every child diagnosed with cancer will have access to quality care. И здесь представлены глобальные вызовы для St. Jude Global, и самое главное видение, которое диктует St. Jude Global, это то, что каждый ребенок, у которого был диагностирован рак, будет иметь доступ к качественной помощи. So these are our three major strategies. One is to develop and strengthen initiatives that are centered around health systems and patients, that would encompass the entire continuum of care. The second is to train the workforce, that is doctors, nurses, and all experts that are required to meet our vision. And the third, to advance knowledge through research to sustain a continuous improvement in the level of care. И здесь представлены три основные цели работы программы St. Jude Global. Первое – это создание и укрепление систем здравоохранения и инициатив по формированию эффективного подхода к лечению пациента. И это связано не только с опухолевыми заболеваниями, но и с неопухолевыми гематологическими недугами. Второе – это формирование рабочей силы, которые будут разделять цели программы St. Jude Global. И третье – это развитие знаний в области глобальной детской онкологии с помощью развития непрерывного исследовательского подхода. So these are the three major pillars upon which we build our program, so that is program building, education, and research. И в связи с этим формируются три основных компонента. Это создание программ, образование и исследование. So the program building is very obvious. We have to develop initiatives that go from health systems to health services, develop therapies based on evidence, palliative and supportive care, develop infection control initiatives, improve the nursing standards, and improve the overall quality of care. И, конечно, такой подход, и первое, что наиболее типично, это создание программ, центром которых будет ребенок, с построения системы здравоохранения, что ведет к развитию сервисов по помощи здоровью, основанная на evidence-based терапии, улучшение паллиативной поддерживающей терапии, инфекционного контроля, улучшение стандартов сестринской помощи и тем самым приводящее к улучшению качества оказываемой вами помощи. The second component is education. And education will be conducted as part of our graduate school. We have a university as well at St. Jude, and will be consisting of 5 different initiatives. И второе – это образование, которое неразрывно связано с высшей школой. И сейчас St. Jude является неким университетом, который формирует образовательные программы. The first one is a global health track for fellows or residents in pediatric oncology, so they will learn about global health in pediatric oncology. Первое – это программа так называемого глобального здоровья в детской гематологии и онкологии для ординаторов или интернов, которая позволяет им ориентироваться в данном вопросе. The second one is what we call the St. Jude Global Fellows, so we will develop systems and programs for educating global pediatric oncology experts in all the regions that we'll be developing.
Вторая программа – это St. Global ординатура, которая позволяет готовить, сформировать программы для образования врачей-ординаторов в детской гематологии и онкологии среди членов Альянса. The third is the Academy, a St. Jude Global Academy, and that's an academy at St. Jude where trainees from all over the world will be able to come for specific courses. Третье – это Глобальная академия Сан-Джуда, которая формируется для профессионалов, которые могут приезжать на стажировку в исследовательский госпиталь Святого Иуды для решения конкретных вопросов. The fourth one is the St. Jude Global Scholars, which is a master's level in science, a master's in global child health that will be delivered at St. Jude. Четвертое – это St. Jude Global высшее образование, где будет даваться звание мастера наук в области биомедицинских и глобальных организационных аспектов. And the final component is the St. Jude Global Learning, which will be platforms for distance learning using our internal Cure for Kids platform for long-distance education. We will have certificates and diplomas in different areas of pediatric oncology. И пятое – это St. Jude Global обучение, которое будет развивать дистантное образование с использованием внутренней системы St. Jude под названием Cure for Kids для дипломированных специалистов и соответствующих дипломов также. And this is how the St. Jude Global Academy and all the educational courses will look like. So with different training centers in the different regions, with the idea of being able to impact not only the programs with which we work, but many other programs outside our networks. Вот как это может выглядеть, когда с помощью сформированных центров образования в каждом конкретном регионе будут свои лидеры, которые будут проводить образование в альянсе с Сан-Джудом. And the third component is research, and as you know, research is very important to advance science and to advance the care of children with cancer. И четвертый, заключительный момент – это исследовательская работа, потому как вы знаете, что в лечении онкологических заболеваний научный компонент является приоритетным. So we'll start with providing a full set database and platform for research to all over the world and all the programs associated. That will be part of the initial registry, which is a way to advance our knowledge on how children do, and that's a registry that will have data on patients as well as health systems. И Сан-Джуд будет формировать базу данных, некие подобие регистра, где будут с одной стороны аккумулироваться данные по пациентам, регистры пациентов с соответствующими характеристиками, но не только это, еще и системы здравоохранения, которые будут иметь определенные данные. And then this will go very quick with this, Kirill. So basically, this platform will also help programs, regions, countries to develop clinical trials. So we'll have the platform and education for clinical research that will include support for protocol development, for implementation, and for completion with analysis and publications.
И пробежимся очень быстро по данной платформе, которая будет включать исследовательский проект по развитию, развитию и подготовке протоколов по их внедрению и завершению с обработкой данных. So this platform will be provided to all the programs and all the regions, so each region can work independently on implementation of projects. И эта платформа подразумевается для работы по всем глобальным членам Альянса, но при этом, если страны могут работать отдельно, то это можно делать и изолированно. And so, for example, some modules that we are implementing already for clinical trials, with a large clinical trial in China, another trial in Mexico, another trial in Central America on Burkitt's lymphoma, but also smaller projects related to implementation science in all the initiatives that we were discussing. И примером данных модулей и данной формате работы является Китай, Мексика, Центральная Америка и работа с лимфомой Беркета. Там, кроме того, есть так называемые подходы по внеклинической науке, которые представлены справа на слайде. So this is Untitled Global, this initiative to try to reach out to all the children with cancer in the world by helping programs, regions, countries develop sustainable models of intervention that include building programs, educating the workforce, and conducting research. И вот что такое Untitled Global, который призван помочь построить взаимодействие во всем мире для улучшения и построения такой системы, чтобы предоставить наиболее лучшие условия для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями. So our dream is that in 10 years from now, all children with cancer and blood disorders in the world have access to quality care. И наша мечта, что через 10 лет от данного момента все дети с онкологическими и незлокачественными гематологическими заболеваниями будут иметь равный доступ к качественной помощи. That we have been able to develop the models to advance through quality levels. Были разработаны модели для того, чтобы поднимать уровни качества оказания помощи. That we have trained and fostered the growth of local and regional leaders. Мы воспитываем и продвигаем локальных и региональных лидеров в области оказания помощи. That we have provided the educational tools for program growth and research. Мы предоставляем возможности, образовательные механизмы для роста программ и усиления исследовательского потенциала. That we have created the research infrastructure to sustain growth. Мы обеспечиваем и создаем инфраструктуру для постоянного роста за счет научных исследований. And that most importantly, we have led the greatest breakthrough in childhood cancer, which is make cure possible for all children with cancer in the world. И мы хотим добиться наиболее значимого и великого прорыва в детском раке, сделать, чтобы все дети с раком были вылечены. So I will conclude, going back to this original slide when we were talking about the moonshot. So the moonshot, something that humankind in the 1960s thought it was impossible to go to the moon. And I'm happy that the same name was used to reflect the initiatives to fight cancer, the cancer moonshot. And this initiative was started by the former Vice President of the United States at Rice University in September of 2016.
И, конечно, я, завершая свое выступление, хотел сказать, что, наверное, очень символично, что для борьбы с раком был выбрано такое же название, как выстрел по Луне, что в 1960-х годах позволило всего лишь за десятилетия добиться такого прогресса, как посыл человека на Луну, о чем говорил бывший вице-президент в университете города Райс. And it was at Rice University because on September 12, many years before, September 12, 1962, also at Rice University in Houston, President Kennedy, reflecting on the dreams to going to the moon, said, so. И почему это произошло именно в Райс, университете Райс? Потому что именно в 12 сентября 1962 года в данном университете в городе Хьюстон президент Кеннеди говорил о мечте. So he said, we chose to the moon in this decade and do all these other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one that we are unwilling to postpone, and one that we intend to win. И он сказал, что мы выбираем полететь на Луну в это десятилетие и делаем другие вещи не потому, что они просты, а наоборот, потому что они очень трудны, потому что эта цель потребует организации и того, чтобы добиться лучших результатов с использованием самой сильной энергии для достижения целей и навыков, потому что этот вызов один из тех, что мы хотим принять, один из тех, что мы не хотим откладывать, и один из тех, что приведет к нашей победе. This was the real moonshot, the same idea that sent Gagarin as well to space. We can conquer the space, we can conquer the moon. And actually that's what happened. 7 years later, 1969, Neil Armstrong set foot on the moon, and he said that's one small step for man, but one giant leap for mankind. И, конечно, вот такой настоящий муншот, такой же, как сделал Гагарин, впервые полетев в космос, стал возможным всего лишь через 7 лет, когда в 1969 году Нил Армстронг вступил на поверхность Луны и сказал своей знаменитой, что это маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества. This is our moonshot. This is all of us trying to go to the moon and cure all the children with cancer. And I hope that we can make it. И, вот наша задача, наш муншот – это вылечить всех детей в мире с онкологическими заболеваниями. И очень надеюсь, что вместе мы сможем это сделать. And I will conclude here, thanking everyone in my department, all the people that work with me, and thank you, all of you, for your patience being here for the last hour, listening to me, and most importantly to all the doctors and all the parents and all the patients all over the world that suffer every single day and fight for the lives of all these children. И в завершении хочется поблагодарить всех сотрудников моего отдела и всех тех, кто работает вместе с нами, всех докторов в мире, которые сражаются с одной целью, чтобы помочь детям, которые продолжают болеть. Thank you very much. Спасибо. Я хочу поприветствовать Карлоса и сказать, что мы тоже этим же путем идем. И 25 лет назад в нашей стране было 7 отделений в 85 регионах Российской Федерации. А сейчас их 80 центров. И они все находятся в педиатрии. Это очень важно. Мы
проделали очень большой путь, который в других странах практически недоступен. То есть мы фактически создали такую пирамиду, в рамках которых все центры работают по единым стандартным протоколам. Те, кто не работают, будут работать обязательно. Им некуда деться, потому что их результаты никого не интересуют. В мире все построено так, что только массивы больших данных могут позволить выстоять в конкуренции большой. Я хочу сказать, что мы с Карлосом обсуждали программу, которую мы сейчас бурно развиваем. Мы хотим, чтобы все дети, заболевшие раком, получили контроль морфологический в нашем центре. Все для этого готово, публика готова, финансовые позиции готовы, и наши сотрудники способны будут делать примерно 9 тысяч, 10 тысяч исследований в год для того, чтобы морфологически поставить правильный диагноз. На сегодняшний день в Российской Федерации треть больных имеет неправильный диагноз, соответственно, неправильно лечится. Это большой проект, который мы, я думаю, сможем реализовать, потому что только на этой основе можно создать популяционный всероссийский регистр, к которому мы тоже идем. Поэтому наша задача организовать такой же отдел, как Карлос в Сен-Жуде. Мы его организуем по осени. Мы подумаем, как он будет у нас звучать и называться, но будет заниматься теми же проблемами. А именно, трансляция технологий в России и за рубеж, организация популяционного регистра и полного тотального морфологического контроля – это отдельные задачи, они носят политический и организационный характер уже. То есть мы готовы работать на внешнем рынке, показывая, что мы можем сделать. Теперь у нас следующий курс – встать вслед за ведущим госпиталем, работающим с онкологическими заболеваниями в мире. Сделать это вместе. Спасибо.